Всем привет из Египта! Все вы знаете, что у меня на канале есть особенная коллекция – фильмы о любви. Сюжет не выдуманный, герои настоящие. Так, вот мне несут кофе. Замечательный египетский мужчина, такой добрый. Вот такие они египетские мужчины, которые хорошие. Вот. Шокран Гиден, спасибо большое. Это муж Кристины, я даже не знаю еще, как мужа зовут. Ну вот, Кристина, обожаю рассказывать о хороших семьях в Хургаде. Вот расскажи, как ты познакомилась с мужем, с Халидом, и вот как все произошло? Мы познакомились через знакомых. У меня болела немножко спина, и мне мужа порекомендовали как физиотерапевта. В общем, он мне сделал массаж, ну и потом стали как-то общаться, и поняли, что у нас очень много общего. И все произошло очень быстро, и я вообще не особо так хотела замуж. Я даже в Египет приехала. Я жила в Грузии 2 года, Да, и приехала в Египет просто перезимовать. Вот, и как-то месяц провела здесь, потом еще на месяц продлила, и потом решила еще остаться немножко. Но это, видимо, была судьба, потому что, когда я осталась уже на 3-й заход, уже сделала карточку резидента, то вскоре мы познакомились с мужем. Вот, и как-то все очень быстро произошло, буквально через месяц знакомства мы уже поженились. Поженились уже, да? Ну, То есть он познакомил с родителями, да? Да, познакомил с родителями где-то через 2 недели и вот сказал, что хочу жениться. Для них, конечно, было так необычно, но родители, во-первых, они жили в Японии, в Англии, они очень хорошо говорят по-английски. И они ученые, они объездили очень много стран, и поэтому у них более такое широкое мышление. Вот, поэтому они меня очень хорошо приняли. Вот, единственное, смешно было, когда приехали сначала с мамой познакомились, а папа был на вилле там на море. И когда приехали к папе, единственный вопрос, который он мне задал, какое у меня образование. Все, больше он вообще ничего не спрашивал. Но получается, образованная семья хочет как бы невесту тоже образованную, потому что она их просто-напросто не будет понимать, не сможет. Логично? Да. Что тебе больше всего понравилось вот в Халида? Я сразу этого не поняла, но потом со временем... видно, что он очень хороший человек. Да, он очень добрый, и больше всего мне понравились мозги. Да? Потому что для меня, как самое привлекательное и сексуальное в мужчине, да, это мозги. То есть если мужчина не соображает, то мне он просто не интересен, даже если у него там 6 кубиков и, не знаю, там он супер красавец. А муж и чувство юмора. Это очень важно для меня, потому что мы вообще ржем постоянно. Да. Да, то есть у нас такая семья, мы просто в магазин пойдем, у нас целое приключение, мы там постоянно веселимся. Кто муж по гороскопу? Близнецы. Близнецы. Самые сумасшедшие знаки. Да, ну так я тоже. Ну да, хороший знак. Да, такой. Да, отлично, видите как. Так, и получается, вот так вот, через месяц вы поженились, и так вот, что-то напрягало вот в семье, в быту? Самое сложное для меня то, что он был женат, у него есть 2 детей. Это то, что я думала, что никогда не выйду замуж за мужчину, у которого есть дети, но как-то... то есть я просто мужчина перевесила в этой ситуации, и потом мы познакомились с детьми, и
как-то нашли общий язык хорошо, и его дочка вообще в меня влюбилась с первого взгляда. Она такая, она не подпускает людей. Ну, она очень избирательна в общении, ей 5 лет вот недавно исполнилось, а ко мне она сразу прям расположилась, и вот мы с детьми дружим, а с бывшей женой тоже нормально, ну, не общаемся так сильно много, но нормальные отношения. Вот, и, ну, вот это, наверное, самое сложное для меня было. А все остальное, мне даже удивительно, что мы люди разных культур, но настолько я не могла этого найти в мужчинах Беларуси нигде. Give me water, please. Потому что, мне как-то... У меня, наверное, очень высокие стандарты. Мне муж даже сразу сказал, ты такая избирательная, у тебя прям очень высокие стандарты. Вот. И мне нужно, чтобы человек мне прям очень по душе был близок. Вот. А с ним... И потом уже, сразу я этого не заметила, а потом у него просто волосы чуть-чуть были отросшие, там борода отросшая, и я как-то этого не видела. А потом, когда он побрился так, вот как сейчас, да, я смотрю, боже, это мой папа. Вот прям одно лицо с моим папой, я просто в шоке была. И плюс еще и характер. Такой характер хороший, тоже да? как папа. Такой общительный. У него просто везде, он сразу со всеми знакомится, сразу там дружит со всеми, и папа такой же был. Знаешь, вот бытует мнение, развея этот миф, бытует мнение, что очень много здесь мужчин таких жестких, садистичных, то есть с ними очень тяжело в семьях, вот они такие как бы деспоты. Но есть же и другие, значит, правильно? То есть зависит от семьи, да? Да. Какую любовь и какие знания, какую мудрость дали родители, правильно? Что видел ребенок в детстве, да? Да, его папа даже более жесткий, я бы сказала, и в принципе по характеру муж достаточно такой, как бы строгий, хотя он в то же время и очень веселый и добрый, но вот если там в плане работы, как он менеджер в самой большой больнице Гизы, и, соответственно, ему надо управлять большим количеством людей, и он, конечно, у него есть вот эта вот строгость, и он любит, чтобы там мужчина был главный. Понятно. И это мне нравится. В этом нет ничего плохого. Да, но в плане там какого-то насилия, да, там физического, морального, это я не приемлю. То есть я бы на такое не пошла. Да. Вот, и... Я поняла, шикарно. А ты знаешь каких-то тоже хороших там пар, людей, которые там друзей ваших, тоже хорошие семьи? Да, я просто поняла для себя, что, когда мы были в Хургаде, я вообще всегда считала, что египтяне — это такая история либо Альфонс, либо просто ему там заманить иностранку, чаще даже альфонсы, то есть, что, типа, даже вот я смотрю, как на нас реагируют, то есть они, когда видят, что жена иностранка, сразу там такие шуточки, что, типа, доллары, там, какие-то такие вещи неприятные, какие-то там продавцы в магазинах. А ты же понимаешь, ты же арабский знаешь, да? Я не говорю, но я понимаю, да. Вот, и, это неприятно. Но у нас вообще по-другому, то есть нашу семью обеспечивает муж. Те деньги, которые я зарабатываю, я трачу на свое образование, потому что я учусь постоянно, там курсы, всякие тренинги, вот, и, это мои деньги, а муж нас обеспечивает, то есть там никакого альфонса не может просто быть, вот, то есть у него такая в этом плане, патриархальная позиция, и при этом он поддерживает то, что я работаю, потому что, ему хочется, чтобы мне было интересно, чтобы я чем-то занималась, а не просто там сидела дома, там готовила и растила попу, да. Да. Вот, то есть, вот это мне очень тоже нравится. Khalid, what you appreciate in Christina character? Christina, she's so wise and she's so fair. All the time she managed the situation in a very good and fair position. She doesn't take only her side or like now the trend of feminism against the man. No, she
Халид говорит, что я очень мудрая. Мне самой интересно было, что он ответит. Что я мудрая и справедливая, что я принимаю решения, обычно учитывая не только свои интересы, но и всех интересы, кто участвует в ситуации. Вот. И он, кстати, часто со мной советуется. Если какое-то решение в семье, там для родителей что-то, или нужно там родителей на что-то уговорить, то есть объяснить им, там, например, у них на работе проблема, они не знают, как ее решить, он всегда говорит, спросите у Кристины, она скажет, что делать. Вот, и, ну, вот это он, то, что он ценит. То есть, получается, ты работаешь дома, да? Я работаю в интернете. Я писатель, психолог и помогаю людям писать книги. Курсы делаю по написанию текстов по блогингу и помогаю людям в коучинге писать книги. Такая глубокая деятельность. Да. Хорошая деятельность. Поэтому мне не важно, где жить, я могу жить в любой стране, потому что я не привязана к месту своей работы. Мне удобно. Так, значит, получается, с детьми ты хорошо ладишь, с родителями хорошо ладишь. Они ваши отношения не как бы да, не вяжут, вот это меня больше всего Египетская удивляет. жена не ревнует? Ну, она не жена, она бывшая жена, да. Поэтому, не ревнует, да? А какие проблемы были, почему он развелся? У них с самого начала просто не было взаимопонимания, и в Египте очень большая проблема, что люди женятся, не зная друг друга. То есть они... они встречаются где-то там в кафе, но они не проводят время вместе и много времени, так, чтобы узнать. Вот как мы, например, когда познакомились, мы вот этот месяц, мы очень много времени проводили вместе. Вот, и, кстати, вместе не спали. То есть у нас было все как по исламу, но это не потому, что мы там такие правильные, а просто все так быстро получилось. Ну так у нас тоже же, знаешь, как нормальные люди же долго гуляем, у нас же тоже это. Просто у нас очень быстро. Если бы, конечно, если мы встречались там пару лет, то, конечно, у нас бы все было. Но так как мы только месяц, то у нас все так быстро и... Шикарно, шикарно. И поэтому с бывшей женой у него такого не было. Они просто там вместе учились и там чуть-чуть повстречались, ну и как бы все, он женился, потому что уже там срок подходил, что типа уже возраст, и надо уже как бы детей заводить. И поэтому их надолго не хватило. Ну, как они 7 лет вместе прожили, но уже с первого года, то есть он, если бы не ребенок, он говорит, я бы уже развелся в первый год. Вот, но... Да. А что допустим, тебе приходится как бы немножко терпеть? Что тебя немножко напрягает в менталитете? В менталитете? Я бы сказала, что... Я бы сказала, что даже не столько в конкретном муже напрягает. Ну, он, конечно, не идеальный. Понятно, что есть какие-то моменты, но меня больше напрягает менталитет самой страны. То есть именно жизнь в Египте. Вот для меня многие вещи, так как я из Беларуси, а Беларусь — это очень чистая страна, Минск там один из самых чистых городов в Европе, то, соответственно, в Египте мне трудно. Потому что везде грязь, все там замусорено, и вот это часто так. И само мышление, оно какое-то другое. Ну, понятно. Да, но у мужа мышление, не совсем как здесь, потому что он учился в школе при Гарварде на английском языке, поэтому у него очень хороший английский, и у меня хороший, поэтому мы общаемся совершенно свободно. Нет такого, что там у нас сильный языковой барьер, вот, и... вот в нем я даже не знаю, что напрягает. Иногда у него бывают там вспышки какие-то, психи какие-то, но это, просто, во-первых, он там на меня никогда руку не поднимет, а просто там на словах может что-нибудь психануть, но у него очень быстро это проходит. То есть он быстро остывает, и потом уже приходит, там, извиняется и все такое, то есть вот это. А так, что еще даже сейчас не могу сказать. С Новым годом! Happy New Year! Коль сана вентом таибин! С Новым годом! Кристина, а как твои родители, твои родственники отнеслись к такому твоему выбору?
Мгм. Мама мне всю жизнь говорила: "Только не выходи за мусульманина". Да? Да. Так, наверное, много говорила, что ты это запомнила, да? Наверное, да, когда как-то получается, что когда что-то не принимаешь, то жизнь тебе это дает. Да, Потому да. что я всю жизнь считала, турки и египтяне — это вообще не моя история, это то, что я никогда не приму. Вот. Но и, как обычно, ну, я много раз замечала по жизненному опыту, что когда ты что-то не принимаешь, жизнь тебя ставит в эти условия, чтобы ты начал принимать вообще то, что есть, когда что-то сильно отрицаешь. И в итоге, когда мы начали общаться, и я вот сказала, что там он мне замуж предлагает, ну, как-то все посмотрели, и всем он понравился. Ну, я потом еще, я понимаю, конечно, маме он понравился, то, что это копия папы, хотя они развелись очень рано, но все равно как-то... Слушай, есть же такое, что женщина выбирает мужчину, похожего на папу. Да. Есть же такое, правильно? Да, и, ну, действительно, он... вот сейчас сестра приехала, мы 4 года не виделись с ней, и вот почему мы в отеле сейчас, потому что она сюда приехала с мужем, и тоже сказала, что, да, правда, очень похож на папу, вот, и... о чем я говорила? О моей семье, как они приняли. И мы поженились ну, первый брак был орфи, потому что, чтобы сделать визу и уже заключить настоящий брак, нужно сначала орфи сделать. И вот мы первые, когда... Ну, мы считаем все равно, что мы поженились в орфе, потому что все равно уже с этого момента мы как официально семья, уже в его семью я уже зашла как жена. Вот, а потом еще полгода документы оформляли, и только потом уже сделали официальный брак. И, ну, соответственно, мы выбрали дату дня рождения моей мамы. То есть мы поженились, и у мамы был день рождения, я целый день ей не звонила, потому что мы там поехали платье покупать в последний момент, там все организовывать, и только вечером пришли друзья, там свидетели они были. И мы поженились, и потом я звоню маме и говорю: "Мама, с днем рождения, вот я вышла замуж". Вот. Ну, она знала, что мы как бы что собираемся. Вот. И очень любит его вся моя семья, хотя мама еще не видела, не приезжала пока что, и сестра, и бабушка. Вот сестра сейчас приехала, тоже очень ей нравится. Они с мужем сестры так классно вместе на всех аттракционах, в общем, там на лодках плавают. Хотя не говорит муж сестры по-английски, но они как-то находят общий язык. Вот. И так же, как его семья меня приняла очень хорошо. Все удивляются, когда я рассказываю, потому что арабские семьи обычно плохо принимают иностранцев. Да? Ну, как говорят, да. Ну, это такое, как бы, мнение, наверное, тех, кто не сильно даже и сталкивался, кто живет за пределами арабских стран, а просто думают, что арабы не принимают особо иностранцев. Ну, это действительно так, потому что даже то, что в русских группах читаю, есть там много проблем. Но брат мужа живет в Канаде, и, в принципе, тоже как уже стал как иностранец, то, что много лет там живет, и поэтому семья как-то более открытая, они спокойно воспринимают, не лезут в нашу жизнь, нет такого вот вмешательства, там не говорит мама постоянно, что делать, то есть она очень так спокойно, все, никуда не лезут. Если мы между собой там ссоримся, они, ну, не влазят вообще, то есть... Ну, типа, ваше дело, поссорились, помирились, делайте, что хотите. Но видно, что они расстраиваются, но не лезут. Но вообще ссора — это нормально. То есть Да. человек выходит на другой уровень общения. То есть Да. это без конфликтов как бы и не бывает, и чистых отношений даже в дружбе. Да. То есть любой конфликт — это ступенька выше. Вот. Я считаю, что это отсутствие близости. То есть если люди, у них нет конфликтов, скорее всего, они не приближаются друг к другу. Вот знаешь, как такой фасад семьи, когда вроде живут вместе, но даже не знают вообще, с кем они живут. Да. У каждого своя жизнь, и, ну, поэтому я спокойно отношусь к конфликтам, просто мы стараемся их быстро разрешать, то есть надолго не застревать там в обидах друг на друга. Ну, по-всякому бывает, конечно.
Вот. Но в общем и целом просто из-за того, что для нас важна наша любовь и вот эти теплые отношения, которые нам удалось построить, мы выходим из конфликтов, чтобы это сохранять. Мгм. Правильно, очень правильно. Правильный подход, правильная позиция. У тебя тут есть какой-то круг общения близкий среди египтянок там или наших? Я попробовала общаться с египтянками, с мужчинами я могу общаться легко. Вот друзья Халида как-то, ну, мы иногда вместе время проводим, и хорошо. А с женщинами как-то похуже. То есть мне их мышление, оно немножко не близко. Что А, именно? Поподробнее. Ну, как-то они по-другому. У них, ну, они просто собираются обычно, вот друзья там Халида, такая группа, вроде они все при деньгах, они сидят там в кафешках целый вечер, но они постоянно сплетничают. Да? То есть просто вот вся встреча — это сплетни. И я не понимала, это еще в начале было, я еще не понимала по-арабски, я говорю, о чем они там разговаривают все это время. Я говорю, мне как-то после каждой встречи некомфортно становится. Мгм. И потом я поняла, что это просто по энергетике мне некомфортно, потому что даже не муж мне сказал, а кто-то из друзей, что они постоянно сплетничают. Мгм. То есть всех обсуждают, там все. И в итоге мы перестали туда ходить, потому что, я не хочу Сплетни свое это время низкий, тратить. низкий Да, уровень. низкие вибрации, Низкие да, и частоты, да, вообще такое, да. вибрации, да, молодец. Вот. И поэтому у меня есть одна подруга русская, которая Мгм. 17 лет живет в Египте, у нее дочка выросла уже Мгм. от египетского мужа. И Тоже вот хорошая семья, да? да, хорошая, Ну, очень есть же, хорошая есть же семья. хорошие египетские Да. семьи. Ну, вот. Да, но если найти хорошего мужа египетского, это, конечно, надо в Каир ехать, в какие-то города не туристические, потому что, хотя моя вот эта подруга, они познакомились в Хургаде, вот, и они, и живут в Хургаде, сейчас она жила в Каире, потому что дочка там в школу перевели ее последний год, там 2 года последних, чтобы в хорошую школу она походила. Вот, и поэтому она переехала в Каир, и мы с ней познакомились. Но тоже у них очень хорошая семья, муж прямо пылинки сдувает и полностью ее обеспечивает. Она, все это время не работала, этих 17 лет, хотя она привыкла работать до этого, всегда такая активная была. Но когда родилась дочка, она говорит, я все время занималась ее, в школы возила, там на кружки, и как-то не до работы было. И муж постоянно там им балует, все там потребности старается закрывать. То есть такое очень хорошее отношение. Мгм. Прям Ну, приятно. шикарно. Очень интересно даже. Да. Очень интересно. Я хочу создать коллекцию таких хороших семей, чтобы показать людям, что вот бывает так вот действительно. Да, мне кажется, сейчас такой мир, что коллекцию семей хороших это сложно создать в любой стране. Да, Даже да, если это не международный брак, то все равно сложно. да, То есть это даже точно. посмотреть там в тех же наших славянских странах очень много людей разводится. Да, действительно. Сейчас как-то так даже, знаешь, даже тяжело найти человека порядочного. То есть уже там не говоря никаких там еще дополнительных плюсах, просто порядочного человека, кому можно доверять. Да. Потому что все люди ради выгоды врут. А тут это вообще улет просто, понимаешь? И порядочного и психически более-менее здорового, Адекватного, знаешь, да. адекватного. Да, Там, как есть моя такое. подруга-психолог говорит, что абсолютно здоровых нету, но есть же разные вот эти минусы, правильно же? Да. Кто-то там варится в себе, а кому-то нужно делать дерьмо другим, правильно? Ну, Да. бывают разные эти. У меня было тоже такое недоверие на первом этапе знакомства, то есть я думаю, какой-то муж такой прям сильно хороший, и думаю, может он... Страшно, да, правда? Когда да, вот я боялась, что как вот эти вот психопаты, абьюзеры, они же вначале что они классные, вначале все прям для тебя делают, а потом начинается трэш. И я прям боялась, что будет так, но оказалось, что нет. Он знает об этом, что... да? А? Он знает об этом. Да, я говорила, просто он знает, что я была в абьюзивных отношениях до этого, и
В Египте, Нет, это было в Беларуси? Израиле. В Израиле, да? Да. Там тоже таких много абьюзеров? Да? Ну, там был русский человек, вот, но, Да. в общем, ну, эта история, слава богу, закрыта уже в моей жизни, и все, мы просто вообще никак не общаюсь, и, ну, из-за этого у меня был страх, то есть я боялась опять Естественно. попасть в такое что-то нехорошее, Естественно. вот, но пока тут за 2 года не проявил себя в По каком-то... нем видно, что он хороший, Да, понимаешь? да, ну да, мне кажется, даже по глазам видно Видно. человека, И в что- целом лицо. Khalid, she says that she's so happy that she like your wife and that she meet you and you change your life. And for my followers, it's like, как это сказать, надежда. They have a hope. Hope that it's possible in Egypt, you know? Yes, sure. Like cute, clean man. To meet cute, clean man, yeah. Я тебя люблю, Кристина. О! Я не знаю, вы услышали или нет, но он на русском сказал, что я тебя люблю, Кристина. Ой, вы меня осчастливили. Я сейчас испытываю такой, знаешь, куча мурашек по моему телу, потому что для меня это тоже надежда, тоже какой-то такой счастливый момент. Поэтому я сразу прилетела сюда, вот к этой молодой семье. Да, здесь действительно есть хорошие мужчины, и вот я смотрю, друзья некоторые Халида, сейчас даже в Египте такая тенденция идет, что почему мужчины хотят жениться на иностранках, не потому, что, как многие думают, потому что доллары там им принесут, да, а многие мужчины, они готовы обеспечивать жену просто из-за характера, потому что египтянки очень материалистичные многие, и они смотрят только на кошелек, и им пофиг на самого мужчину. Ну, это как что, бы... серьезно, да? Да, это даже не мое Я мнение. слышала это, уже слышала. Да, Только я слышала, что немногие, практически большинство. Ну, Да, ну это я так политкорректно говорю, чтобы не обижать. Но это то, что я слышу от мужчин. Это не мое мнение, потому что я не могу этого знать. Но вот мужчины многие разводятся из-за этого, потому что они видят, что женщине интересно только, сколько он денег принес, но не интересно, чем он дышит, какая у него там жизнь, какие у него мысли, и постоянно вот такой прессинг. Прессинг, да, очень много, и даже родители мужа как-то обсуждали, смотрели передачу по телевизору, где показывали семьи с иностранками. И папа сказал, я говорю, ну и что, что они сказали, какая разница? Он говорит, что египтянки все время хмурые, злые, а иностранки все время довольны, улыбаются, и поэтому мужчины хотят жениться на иностранках. Вот. И действительно есть такие мужчины, которые с хорошим образованием, которые хорошо говорят по-английски, у которых есть интересы в жизни. И вот это, ну, это просто, я как ты сказала, хочешь дать надежду людям. Действительно есть такое, и вот это мое мнение, которое было раньше, что ни за что за египтянина или там за турка, сейчас я не согласна с этим, потому что везде есть хорошие люди и везде есть плохие люди. И единственное, что сложно ассимилироваться в этой стране, то есть, потому что это, как я говорю, другая планета, то есть настолько другой уклад жизни, что то, к чему ты привык раньше, это уже не работает. Так как я 2 года в Грузии жила, еще до этого там в Израиле жила, в разных странах, то у меня уже как-то есть такой иммунитет, я уже могу быстрее привыкать. Вот. И еще, что хочу сказать про наши отношения, то, что муж меня научил плавать, например. Я не умела плавать, и получается, я вышла замуж в 38 лет, и я все это время не умела плавать. Меня пытались несколько раз научить, но из-за того, что не было доверия тем людям, которые учили, наверное, то как-то я и не плыла. А с мужем за 2 часа буквально он меня научил плавать.
То есть настолько я ему доверяю. Научил играть в нарды, в шахматы, снорклинг тоже меня как-то, я такая трусиха, но он меня везде. Да. Снорклинг, потом хайкинг, по горам там лазили, я везде боюсь, но с ним как-то просто не настолько страшно. Он так улыбается красиво, смотри, такой прям, Да, и глаза, очень милый, да. У него самая красивая часть лица — это его глаза, ресницы. А сестра сейчас приехала, говорит, боже, какие у него ресницы, говорит. Не, ну у него в целом лицо, у него Да. такая you are very handsome, you know, like, yes, супер, all. Не только лицо, глаза, смотри, он Да, красавец. очень красивое лицо, да, мне тоже нравится. Ну, для меня важна тоже эстетика. Я его выбирала не по внешности, а по мозгам, но внешность для меня важна тоже. Ну, потому что мужчина должен быть привлекательный, Ну, чтобы как-то хотелось его потрогать. Да. Ну и как я сказала, что копия моего папы очень сильно похож. Я выкладывала даже как-то фотографию в соцсети, где я с папой и с мужем. И кто-то даже говорил, что ой, я думал, что это один и тот же человек. Да ты То есть, что? настолько, Видишь, да, как? они сильно Ну, похожи. шикарно. Что я могу сказать? Шикарно. Да, вот так вот мы нашли друг друга в разных странах совершенно, и при этом очень много общего, и даже в мелких деталях. То есть мы не перестаем удивляться, насколько много у нас каких-то пересечений, и мы хором говорим часто, думаем, там, я что-то подумала, он это уже делает, и наоборот. То есть очень такая сильная связь у нас возникла быстро. Ну что ж, на сегодня все. С Кристиной и Халидом мы еще обязательно встретимся. А сейчас просто пожелаем им такой же любви. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч в Египте. Пока-пока.